Привет, дорогие зрители! Меня зовут Юля, и у нас сейчас с вами будет большая распаковка товаров для творчества. На носу осень, а точнее сегодня 2 сентября, и впереди могут быть долгие вечера с пасмурной погодой, с не очень приятным видом на улице, но прекрасную атмосферу вы можете создать внутри себя, в своем личном пространстве, и вам в этом помогут разные виды творчества. Сегодня мы с вами рассмотрим несколько из них. Я уже подготовилась тоже к осени, поэтому давайте начнем. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал и смотрите видео до конца. На обзор у нас с вами есть вот такой пакетик и вот такая коробочка. Начнем с чего? С коробки либо с пакетика. Я выбираю пакетик, потому что, как минимум, я знаю, что там есть, я уже это посмотрела. А коробка, как для меня, так и для вас, останется сюрпризом. И мы ее рассмотрим в самом конце. Начинаем. Что же у нас есть в этом прекрасном пакетике? Вообще хочется сказать предисловие. Я вообще обожаю покупать наборы для творчества. Вообще все материалы, расходники. Меня только пусти в магазин для творчества, я готова все там скупить. Но сейчас у меня есть... Что у меня есть? Причина. Но сейчас у меня есть причина. Я все, что здесь купила, планирую записать потом в шортсы, поэтому смотрите на канале и начнем распаковку. Первый это у нас вот такой набор для косметички. Спросите вы, зачем мне косметичка? Я тоже спрошу у себя, зачем мне косметичка, но потом я придумала, что у меня уже собралось огромнейшее количество бисера и вообще разных других материалов, для которых нужны домики. Косметичка – это отличный вариант для домика. К тому же у меня есть швейная машинка. И почему бы нам тогда не попробовать с вами сшить такую замечательную и прекрасную косметичку? Давайте посмотрим, что есть внутри набора. Здесь сзади уже показан весь состав. Мне еще очень нравится, что все эти наборы с инструкциями на польском либо немецком языке, которые я, естественно, еще не знаю. Поэтому все происходит интуитивно, и разбираться придется интуитивно. Раскрываю. Что у нас здесь по наличию? У нас есть ткань, у нас есть фетр, у нас есть замок и у нас есть буквы. Съемка со спецэффектами. Так, сейчас давайте подробнее рассмотрим. Во-первых, инструкция, кстати, довольно подробная. Здесь там все разрисовано, как что по этапам делать. Затем у нас фетр, очень достаточно плотный кусочек. Ткань. Очень красивая. Мне, кстати, нравится, когда вот такие вот интересные и качественные принты для лоскутной техники подходят, поэтому я попробую. И еще у меня есть цель найти какой-то магазин, который продает отрезы этих лоскутных тканей, и я хочу очень купить большую партию для мамы, потому что она делает ошелупительные, офигительные, просто прекраснейшие вещи из лоскутной техники. А я так, знаете, просто на машинке могу что-нибудь пошить. Собственно, здесь ткань. Прикол в том, что здесь есть какие-то пометки по ткани. Я не совсем понимаю, но в целом, когда буду шить, тогда сориентируюсь. Что еще у нас есть? Буквы, чтобы вышить здесь свои инициалы. Дополнительно есть ниточки и замок. Это не замок. И вот такая вот косметичка должна получиться. Как-то подзатянулся у нас обзор, да? Давайте перейдем к следующему товару. Это я сейчас сложу аккуратненько. Следующий набор – это набор для батика. Мы его сейчас с вами раскроем. Вот такая коробочка. Красивая, кстати, коробочка. Еще один домик для моего бисера. Раскрываем коробочку. Все выпало. Здесь сама бандана, краски, перчатки, клей. Раскрываю, смотрю. Такая бандана. Ее мы можем разрисовать вот в таком виде. Разные цвета. Рисуете сами рисунок клеем. Потом здесь нужно... Сейчас откроем. Если кто-то планирует сделать, то в целом можно поставить на паузу. Но суть такова. Рисуете этим прекрасным клеем по ткани, даете ей высохнуть. Затем вы делаете цветовую баню, назовем ее так, ванну с разным цветом. И замачиваете в ней вашу бандану. После чего вы высовываете ее, собственно, клей отходит, и у вас получается такая бандана. Что круто, можно нарисовать любой свой узор, замечить разные цвета и получить клевую бандану, вот такую вот, например, на вашу прекрасную голову. О, что не получилось. Либо ее можно делать
вот такой. Ну и разные другие вариации. Я никогда не пробовала. Мне интересно посмотреть, что из этого выйдет. Следующий набор для обзора немножечко не своевременный. Хотя, кто знает, когда вы будете смотреть это видео. У нас здесь с вами набор для того, чтобы сделать елочные фонарики. Когда я увидела этот набор, я поняла, что он мне, срочно нужен, потому что, во-первых, я хочу попробовать сшить из фетра фигурки, а во-вторых, у меня есть гениальная идея задекорировать фетровые игрушки бисером. И мне очень интересно посмотреть на результат, который у нас получится. Я вскрываю этот набор, и где-нибудь в ноябре я его начну делать. В наборе фетр различных цветов. Такой фонарик, такой цвет. Синтепух. Очень приятно, что здесь есть иголочка, инструкция, шаблон, по которому нужно вырезать игрушку, саму основу и крышечку для фонариков. Интересно, интересно. Хотелось бы еще, конечно, нитку какую-то, на которую натягивать эти фонарики, но здесь, видимо, купи сам. А это прекрасный, невероятный бисер. Просто какое-то unbelievable счастье для меня, потому что, я не знаю, я говорила в начале видео, что мне сложно удержаться в магазине товаров для творчества. И когда я вышла, купив себе 11 упаковок бисера, посмотрите, какой он. Это же, в общем, 11 упаковок бисера, и я такая, им же нужен домик. И у меня есть очередные коробочки, в которые я буду складывать этот бисер. Чик, коробочка раз. Хотите, с вами высыпем? На самом деле не совсем приятно, что здесь такой хлипкий механизм по закрытию. Что это такое? Ничего не мешает моему бисеру выскользнуть. И я не проверила этот момент. Что-то если честно, контейнерами я расстроена, да и ладно. Это будет повод купить новые контейнеры. Обожаю просто покупать все подряд. На этом обзоркины пакета закончены, и мы с вами приступаем к обзоркиным коробке. Не знала, не ждала, не гадала, что сенсей здесь это будет просто мой личный какой-то поставщик счастья. Я уже предвкушаю и начинаю радоваться тому, что там есть, потому что это... коробка, в 2 раза больше, чем то, что в ней должно быть. Первым у нас будет то, чем я давно хотела попробовать заняться. Это макраме сет. Сзади указаны основные схемы узлов. Очень здорово, что эти наборы в Сенсее продавались по мега доступной цене, что-то около 20-15 рублей. Поэтому, если вдруг вы хотите попробовать макраме и не знаете, вам пойдет либо не пойдет, очень здорово, что можно попробовать и понять, то это или не то, а после уже купить более профессиональные и качественные материалы, если эти вам не понравятся. Опять, мне нравится коробочка для еще одних моих бисерин. Что мы здесь видим в коробочке? Палка, сама нить. Получится или не получится, мы уже потом посмотрим в шортсах, а пока мне очень нравится. Очень красивый набор сам по себе. Только я чуть не поняла, какую схему плести нужно. Но ничего, разберемся по ходу. Из минусов то, что здесь нет такой подробной инструкции. Какой шаг, зачем делать. Возможно, здесь инструкция в виде «делай так, как тебе велит твое сердце». Но, если честно, пока выглядит сложно, поэтому посмотрим. Хочу вам представить мой замечательный синяк, который, вылазит на все видео. Это я такая великолепная танцорка. Кусочек этого вы можете увидеть в моем влоге. А сейчас мы с вами идем распаковывать последний набор для творчества. И это тоже то, на что я долго заглядывалась. И все такая... Пробовать, не пробовать, пробовать, не пробовать. А как, а что, а почему? Поэтому представляю вам набор для изготовления акрилового панно. Мне не очень нравится этот цвет, сам рисунок. Но здесь есть внутри цвета белый, зеленый, черный и золотой. И я решила, что я могу сделать что-то с белого, черного и золотого без использования этого зеленого. Приступим к распаковке. Еще одна прекрасная коробочка. В наборе, конечно же, перчаточки. Краска. Золотая, черная, зеленая, но не зеленая.
белое. Еще у нас есть вот такое панно, скорее всего, на нем и нужно все вот это делать. Я, если честно, хотела его использовать типа как подставку и сделать для дома что-то белое с золотой и черной каемочкой. У меня вопросики к тем, кто занимается полимерной глиной, акриловыми всякими этими штуками. Маску на нос нужно надевать или нет? Там еще что-то заливать и так далее. Короче, как мы видим опять, набор, он без какой-то подробной инструкции. Понятное дело, что ее можно найти в интернете и все такое. Но хотелось бы какой-то четкости и конкретики этапов, что зачем делать, потому что те, кто не делал это, им сложно. Но вообще, в целом, учитывая, что он стоил тоже где-то около 20 рублей белорусских, где-то около 10 долларов, то в целом достаточно ок, я считаю. На этом все, обзор окончен. Напоминаю о том, что все эти наборы я планирую пробовать в шортс, поэтому заходите туда, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите в комментарии, какой из наборов вам понравился больше, либо же пишите свой вид творчества, который вы любите реализовывать. На этом все. Пока-пока.